Андрей брел по безлюдной улице, едва передвигая ноги. Когда-то он был вполне успешным инженером. Была хорошая работа, своя квартира, но потом все как-то разом посыпалось. Сначала его уволили с работы, а потом ушла жена и забрала квартиру. Теперь Андрей был один из тех бездомных, которых люди стараются не замечать, проходя мимо. Глядя на свое отражение в витринах, Андрей думал, как же так все обернулось. И вот, в очередной унылый день, когда Андрей брел по дороге, его привлек пристальный взгляд северного оленя. Этот обычно пугливый зверь будто пытался поймать его взгляд. Андрей замер, удивленно глядя на оленя. Тот сделал шаг к нему, потом еще один, словно подзывая за собой. И у измученного человека почему-то не хватило сил противиться этому странному зверю. Он твердой походкой двинулся следом за оленем, надеясь, что тот ведет его куда-то, где ему, возможно, и помогут. Андрей все еще никак не мог понять, чего же от него хочет этот упрямый олень. Неужели животное и правда пыталось привлечь его внимание? Да нет, быть того не может. Наверняка показалось. Но олень будто чувствовал его сомнения. Сделал еще пару шагов навстречу, словно уговаривая следовать за ним, и Андрей пошел дальше. Они вышли к обочине дороги, и тут Андрей вдруг заметил что-то темное, лежащее в грязи. Присмотревшись, он испытал настоящий шок. Это были два крошечных олененка, один из которых был серьезно ранен. Бедняга истекал кровью, его передняя нога выглядела ужасно. И в этот момент Андрей услышал приближающийся шум автомобиля. Из машины вышел огромный мужчина с ружьем, явно настроенный недружелюбно. Увидев раненых малышей, он тут же взвел курок, целясь в несчастных животных. «Эй, стойте! Не смейте их трогать!» Андрей бросился между мужчиной и оленятами. Охотник удивленно уставился на нашего героя. «Да ты что, приятель, это же звери! На них надо охотиться!» Громким голосом ответил мужчина. «Нет, они ранены, им нужна помощь», — отчаянно возразил Андрей. Мужчина с сомнением оглядел этого грязного, неухоженного бродягу. Но что-то в глазах Андрея, видимо, убедило его не торопиться. Он нехотя опустил ружье. Воспользовавшись промедлением, Андрей стал медленно отступать, увлекая за собой оленей обратно в лес. Ему удалось затащить их подальше от опасного человека с ружьем. Теперь нужно было срочно что-то придумать, чтобы помочь раненым животным. Андрей, оглядываясь через плечо, все дальше уводил оленят в чащу леса, подальше от опасного человека с ружьем. Покрытые грязью и кровью, они едва передвигали ноги, но Андрей упрямо тянул их за собой, не зная, что делать дальше. Наконец, они остановились у небольшой лесной поляны. Здесь, в тени деревьев, Андрей смог рассмотреть раненых животных поближе. Один из оленят, совсем крохотный, лежал на земле, жалобно постановая. Его передняя лапка была разодрана, из раны сочилась кровь. Рядом пристроился второй, более крупный. Андрей, забыв о собственной усталости, принялся аккуратно ощупывать раненую ногу малыша. К его облегчению, рана выглядела не слишком глубокой, но в ней явно были какие-то посторонние предметы. Вспомнив свои навыки первой медицинской помощи, Андрей принялся аккуратно очищать рану, стараясь извлечь все инородные тела. Он снял носки и перевязал ими лапку олененка, чтобы остановить кровотечение. Но как же дальше помочь этим беззащитным животным? Андрей знал, что им необходима срочная ветеринарная помощь. Но здесь, в лесной глуши, никого не было. Андрей был отрезан от цивилизации без телефона и транспорта. Внезапно он понял, что может выбежать на трассу и остановить попутную машину. Правда, где-то рядом мог находиться тот опасный охотник с ружьем,
Но Андрею ничего другого не оставалось. Подхватив маленького раненого олененка на руки, он бросился к трассе, делая крюк, чтобы не нарваться на стрелка. Андрей, тяжело дыша, выбежал на дорогу, крепко прижимая к себе раненого малыша. Вот же повезло. На обочине стояла машина с женщиной за рулем. «Ради Бога, помогите!» — взмолился Андрей. «Этому малышу срочно нужен ветеринар. Вы не могли бы кого-нибудь вызвать? Умоляю». Женщина-водитель явно заколебалась, видимо, решала, стоит ли связываться с этим оборванцем. Но когда Андрей умоляюще посмотрел ей прямо в глаза, она нехотя, но все-таки достала телефон. Через несколько минут к ним подъехал местный ветеринар. Он быстро забрал олененка и поехал в клинику. Маму с другим детенышем тоже взяли с собой, чтобы их не разлучать. Сразу после этого Андрей поспешил вызвать полицию. Он рассказал правоохранителям обо всем, что тут произошло, как этот мужчина с ружьем чуть не пристрелил бедного олененка. Полицейские тут же выдвинулись на место происшествия, нашли и скрутили подозрительного мужчину. Выяснилось, что у него не было лицензии на охоту и даже не было разрешения на ружье. Обычный браконьер, развлекающийся убийством беззащитных животных. А через пару дней ветеринары, наконец, выпустили спасенного малыша обратно в лес. Андрей волновался, чтобы мама-олень спокойно перенесла нахождение среди людей, но все обошлось. Он с трепетом наблюдал, как крошечный олененок начал ходить, а мама-олень облизывала его своим языком. Сердце Андрея сжалось от этой умилительной картины. Ну точно мать с ребенком. Все как у людей. И в груди у Андрея что-то ёкнуло. Он вдруг поймал себя на мысли, что тоже мечтает найти свой путь, вернуться к нормальной жизни. После всего, что ему довелось пережить, он теперь твердо верил, что нет ничего невозможного, стоит только взять себя в руки и двигаться вперед. Только сейчас он понял, что спасение этого олененка вернуло ему ту искорку надежды, которая, казалось, навсегда погасла в его сердце. Все это время он плыл по течению, безвольно принимая свою участь бездомного неудачника. Но теперь в Андрее проснулась решимость. Хватит чего-то ждать, пора самому браться за дело и менять свою жизнь. Он отлично понимал, что впереди его ждет нелегкий путь. Нужно найти нормальную работу, жилье, вернуться к обычной жизни после стольких лет скитаний. Но Андрей теперь не сомневался, что справится. Ведь если он смог помочь этому беспомощному животному, значит, о себе он точно сможет позаботиться. Возможно, сам Бог через других живых существ направил его на правильный путь. Показал, что жизнь имеет смысл, и даже абсолютно раздавленный бездомный человек способен на помощь попавшим в беду. От этих мыслей у Андрея потеплело на душе. Он больше не чувствовал себя одиноким, затерянным в этом равнодушном мире. Вот так простая встреча с олененком полностью изменила жизнь мужчины. А как вы думаете, случайно ли все это? Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.